Ну теперь самое главное, можно ли полноценно проверить датчики кислорода без какого-либо оборудования? Напомню, это вторая серия сериала про датчики кислорода. В первой части я рассказывал, что такое датчик кислорода и как он влиял на развитие систем управления двигателем. Но в этом же видео я покажу, можно ли определить неисправность датчика кислорода путем отключения его от системы. Вы наверняка видели и слышали в интернете, что можно проверить датчик кислорода путем его отключения от системы и посмотреть, как изменится работа двигателя. То есть, если у вас двигатель, например, подтраивает, работает нестабильно, и вы, например, отключаете датчик кислорода, двигатель у вас начинает работать ровно, то это означает, что датчик кислорода необходимо заменить. Либо, например, на вашем автомобиле довольно высокий расход топлива, вы отключаете датчик, заменяете расход топлива, и расход снижается, и якобы это означает, что датчик кислорода неисправен и требует замены. Так вот, данный способ проверки может завести вас по крайне неправильному пути, что приведет к изначально неправильно поставленному диагнозу и к необоснованной растрате средств и времени, потому что таким способом полноценно проверить датчик кислорода невозможно. Да, в некоторых случаях такой способ может дать результат. Например, если вы отключили датчик кислорода и мотор стал работать лучше. Это может свидетельствовать о неисправности датчика кислорода. Но если же вы отключаете датчик кислорода и мотор начинает работать хуже, то это абсолютно не означает, что датчик кислорода полностью исправен. Или, например, вы отключаете датчик кислорода и мотор на это никак не реагирует, то есть он также продолжает плохо работать. Это тоже не означает, что в цепи датчика кислорода нет никаких проблем. Это видео предназначено больше для начинающих и менее опытных, поэтому в этом видео я лишь кратко расскажу, почему таким способом невозможно проверить датчик кислорода. Но если же вы хотите посмотреть более полное видео, где я покажу, как проверить датчики кислорода любым адаптером, пусть даже ELN327, какая у него должна быть амплитуда, какая должна быть частота переключений, как сигнал датчика кислорода должен себя вести при интенсивном разгоне, при торможении двигателем, на холодном моторе, на прогретом моторе, при запуске прогретого двигателя, либо при запуске холодного двигателя. Тогда пишите в комментариях, я сделаю такое более обширное видео, где это все наглядно покажу. Но сейчас кратко расскажу, почему отключение датчика кислорода не дает полноценного ответа на вопрос о работоспособности датчика. Такой фокус может пройти со всеми датчиками, но не с датчиком кислорода. Например, если мы отключим разъем от датчика абсолютного давления, ну просто для примера, либо от любого другого датчика, то блок управления двигателем однозначно увидит, что в цепи датчика обрыв. Потому что блок управления двигателем постоянно производит самодиагностику по напряжению в цепи датчика. Если на сигнальном проводе датчика у нас 0 вольт, то это значит, что в датчике обрыв и блок управления двигателем выдаст код неисправности по проблеме в цепях именно этого датчика. Так вот, вся суть ошибок таких проверок заключается в принципе работы датчика. Дело в том, что блок управления двигателем подает по сигнальному проводу опорное напряжение на датчик, которая обычно составляет примерно 415 милливольт. То есть с блока управления двигателем по проводам на датчик приходит 415 милливольт. Это опорное напряжение датчика. И когда мы запускаем двигатель, система у нас работает, датчик кислорода начинает отклонять это опорное напряжение, в зависимости от того, какое количество кислорода в отработанных газах. То есть если кислорода много, то датчик снижает это напряжение. Если же кислорода мало, то датчик повышает это напряжение. Это простыми словами. И поэтому сигнал датчика имеет пилообразную форму, проще говоря, синусоиду. То есть датчик не поддерживает строго стихиометрию, а поддерживает состав смеси в районе стихиометрии. То есть чуть выше, чуть ниже, чуть выше, чуть ниже. И тем самым его сигнал напоминает синусоиду. Как это происходит? Допустим, когда мы запустили двигатель, то напряжение на датчике у нас 415 милливольт. Я думаю, это понятно. Оно равняется опорному напряжению, которое выдает блок управления двигателем. Так вот, после запуска двигателя и прогрева датчика, блок управления двигателем будет изменять длительность впрыска. То есть он сначала начнет немного снижать длительность впрыска и следить за реакцией датчика кислорода. Начнет ли он снижать опорное напряжение? Если да, то блок управления двигателем тогда начинает наоборот увеличивать длительность впрыска и смотрит, как датчик кислорода отклоняет опорное напряжение в большую сторону. И тем самым у нас сигнал датчика кислорода имеет пилообразную форму, то есть синусоиду. И таким образом обеспечивается топливо-воздушная смесь в районе стихиометрии. Но что же происходит, когда мы отключим датчик от системы?
Так как это опорное напряжение приходит не с датчика, а приходит с блока управления двигателем, то есть у нас опорное напряжение останется на разъеме, который идет к блоку управления двигателем. Если мы подключимся диагностикой, то мы увидим, что блок управления двигателем видит это опорное напряжение, так как он сам его выдает. То есть блок управления двигателем никак не увидит, что датчик кислорода у нас отключен, в отличие от остальных датчиков, которые применяются в системе. И получается следующая ситуация. Мы запускаем двигатель, блок управления двигателем начинает изменять длительность прыска и ждать отклика от датчика. Он начинает, например, снижать длительность прыска и ожидает реакции от датчика, что сейчас начнет снижаться опорное напряжение. Но этого не происходит. И большинство блоков управления двигателем, я не говорю, что это все блоки управления двигателем, но большинство блоков управления двигателем это самые бюджетные Siemens, Delphi, Bosch, в общем много блоков управления двигателем, которые в данной ситуации будут продолжать снижать длительность импульса впрыска и следить за реакцией датчика, то есть будут ее ожидать. Глазами блока управления двигателем это выглядит следующим образом. Я снизил длительность впрыска, но датчик кислорода напряжение не отклонил. Значит, смесь настолько обогащена, что тот шаг, на который я снизил длительность впрыска, недостаточен. И блок управления двигателем будет продолжать и дальше, пошагово снижать длительность импульса впрыска и ожидать реакции от датчика. На разных блоках управления двигателем это может происходить разное количество времени. Например, на Siemens это вообще может происходить до того момента, что двигатель вообще остановится, так как смесь уже будет слишком и слишком обеднена. И здесь у неопытного автовладельца складется пазл. Если я отключил датчик кислорода, мотор стал работать хуже, значит датчик кислорода исправен. И это самая главная ошибка. Сейчас я это наглядно покажу на графике. Вот имеем датчик кислорода, который очень долго прогревается, долго не вступает в работу, и даже после вступления в работу он имеет довольно низкую частоту переключений. В этот момент вы можете наблюдать волнообразную вибрацию кузова на холостом ходу, может быть повышенный расход топлива и другие проблемы. То есть данный датчик по-хорошему требует замены. И после движения по трассе, после того как датчик очень хорошо прогреется, он начинает работать более-менее нормально. И в этот момент мы его отключаем, то есть физически в этот момент он отключается от разъема электропроводки. Как мы видим, блок управления двигателем начинает видеть опорное напряжение 415 мВ, и он пытается его отклонить. Как видим, топливные коррекции начинают уходить в большой минус. То есть блок управления двигателем уменьшает подачу топлива и ждет отклика от датчика, чтобы его сигнал пошел вниз. Но этого не происходит. И блок управления двигателем продолжает это настойчиво делать. И в итоге он загоняет эти топливные коррекции до такой степени, что очень ощутимо возрастает абсолютное давление в опускном коллекторе, и двигатель начинает буквально останавливаться. То есть, как мы видим, в этом случае после отключения датчика начинаются существенные проблемы. И после того, как мы датчик подключаем, вот в этом месте, топливные коррекции начинают возвращаться в свое первоначальное значение. И вот в этот момент датчик начинает более-менее нормально работать, и работа двигателя восстанавливается. Естественно, в этот момент неопытный автовладелец сделает вывод, что датчик кислорода абсолютно рабочий, так как при его отключении начались существенные проблемы в работе двигателя. А после его подключения работа двигателя пришла в норму. Поэтому он будет считать, что данный датчик кислорода абсолютно исправен и не требует замены. Хотя на самом деле это абсолютно не так. Поэтому отключение датчика не всегда может вам помочь. А в некоторых случаях, наоборот, может завести по неправильному пути. Но если же вы отключаете датчик кислорода и мотор все так же плохо работает, то причина все равно может быть в цепи датчика кислорода. И вот в этом видео я показывал, как это определить.